Всем доброй ночи. Дорогие друзья, в нашей жизни для того, чтобы мы набрались опыта, первое время, когда мы становимся более-менее известны в этом мире, смотря какая у нас профессия и призвание, набираемся опыта общения с людьми. Какие бы мы ни были мудрые, умные, умудренные жизнью, в любом случае нам нужен жизненный опыт для того, чтобы со временем не пускать в свою жизнь ненужных личностей. У ведьм тоже бывает такой жизненный опыт. То, что мы видим чужую жизнь, знаете, сапожник без сапог. Иногда то, что перед нашим носом творится, можем не заметить, потому что слишком заняты, потому что слишком много работаем. А иногда замечаем эти лестные, льстивые выражения, но стесняемся говорить человеку, тем более, что есть такой скрытый кодекс чести ведьмы, когда ты первая не нападаешь. Тем более все подобные личности изначально притворяются твоими друзьями, и твоя совесть просто не позволяет обидеть человека и указать на то, что ты не веришь ему. Тем более, если этот человек как бы тебя защищает, как бы на твоей стороне. То есть, если у тебя хорошее воспитание, ты, как правило, поджидаешь момента, когда человек покажет истинное лицо, и тогда ты будешь иметь моральное право отвечать ему тем же. Я помню, как мои друзья нервничали, когда выходили ролики, гадости, вранье, всякая чушь, муть. И они говорили, почему силы сразу не наказывают этих тварей? Как так можно? Они врут нагло и так далее. Я говорю, ребята, подождите, пожалуйста. Всему свое время. Любая месть, любая порча должна постепенно достигать цели. Всему свое время. Не торопите события. Придет момент, и вы увидите результат и их деятельности, и моей деятельности. Прошло несколько месяцев с этих времен, и очень многие, которые снимали ролики, высказывали какие-то свои претензии по отношению ко мне. Нет, невесомые претензии, а просто, как правило, люди, которым я помогла и прочее, начали просто делать гадости. Есть такое понятие в этом мире, как зависть. Хоть я не люблю это выражение, оно звучит как-то примитивно. Зависть, завидуют. Но, к сожалению, приходится признавать, что есть зависть, дорогие друзья, когда ты достигаешь успеха, когда ты идешь вперед, поднимаешься. Никто же не знает, чего тебе это стоит, какие бессонные ночи, как тяжело, как непросто это все, как нужно разрываться и между книгами, и роликами, и людьми, и делать, и свои дела не забыть, и это. Как это все непросто, нелегко, какие-то стрессы, какие-то энергозатратные работы, дела. Никому это не интересно, никто не знает, что с тобой после происходит. Как ты можешь по полдня не суметь встать с места. Я вчера приехала поздно, села, сделала некоторые работы, ответила людям, и утром чувствую, что у меня уже просто нет физических сил, и я никуда не поехала. Я решила один день устроить себе выходной. А с утра опять поеду. Не с утра дела, а потом поеду ездить по городу по 6-8 часов, а может, уже потихоньку сокращаю, в принципе, это первые дни. Почему? Потому что я человек очень ответственный, очень осторожный. И мои инструктора удивляются, как я быстро схватываю и понимаю. Они говорят, такой острый ум первый раз встречаем. Я говорю, вы знаете, ребята, я 20 лет своей жизни напряженно, очень осторожно живу. Поэтому,
как бы ни старались гадить на мое имя, в любом случае это необоснованное обвинение, потому что там нет ни фактов, ни доказательств. Это просто лай. А обоснованных нет, потому что я очень напряженно работаю, я очень выборочно беру людей, я не беру с улиц людей. У меня ум направлен на то, чтобы не совершать ошибок, понимаете? Есть два выбора у человека. Либо ты совершаешь ошибки, потом тратишь силы, чтобы эти ошибки исправлять, либо ты изначально напряженно все это за и против взвешиваешь, и тогда работаешь без ошибок. Это уникальное просто, это титаническое напряжение, которое вы не представляете. И все это идет на твой организм, на твою жизнь. Ну да ладно. И людям завистливым, да, людям мелочным, ничтожным всегда кажется, что тебе просто повезло. Вот так с воздуха раз, и все тебе упало. И эти люди пытаются нагадить. У каждого человека есть свои мысли в отношении тебя. Кто-то с тобой дружит, потому что ему с тобой приятно, и ты даешь силу жизни. Кто-то хочет быть полезным, потому что видит, что это нужное дело. Кто-то с тобой сближается. Вот одна сблизилась со мной для того, чтобы издать карты с моим именем. Когда получила отказ, забыла о том, что я ей помогла обрести дом. Покупатели, которые уже были готовы купить, вдруг отказались, и дом достался ей. А перед этим я помогла ей выкарабкаться от онкологии. Понимаете? А потом человек очень много подлости сделала просто. Вот и все. И таких же мелких грызунов на самом деле много. Вот ты вроде думаешь, ну, отпускаю я человека, я не снимаю о вас что-нибудь, не говорю, даже не вспоминаю, что вы есть, потому что вы мне просто неинтересны. Но через некоторое время начинается подлость. То есть они не стерпели. А почему начинается подлость? Это первый сигнал к тому, что они наказаны за свое предательство. Дорогие друзья, по-моему, Омар Хайям сказал, кто лучше нас, тому не до нас, да? До нас только тем, кто хуже нас. Это первый сигнал должен быть у вас, что у ваших врагов хреново все. Иначе бы они не начали тебе мелко мстить. Это от злобы, от бессилия. Хочется что-нибудь-то сделать, как-нибудь тебя вывести. Так вот, когда мои друзья говорили, что вот почему они не наказываются, я так хочу быстрее, чтобы они вот сдохли все. Я говорю, ребята, месть – это блюдо, которое едят холодным. Пускай они порадуются чуть-чуть. Пускай, знаете, как кошка с мышками играет. Пусть радуются, пусть там скачут, пишут, говорят постепенно. И вот тот момент, когда они уже расслабились, подумали, что все пронеслось, красота. Вот в этот момент прихлопни тапком, как таракана. Так прихлопни, чтобы он оправиться не смог. Никогда в жизни. И запомните, если бы силы наказывали сиюминутно, люди бы не видели проявление этой силы. Силы прославляют ведьму именно подобными гадостями. Дорогие друзья, больше запоминают ту ведьму, которая наказала своих врагов, чем ту, которая всем дарила добро. Если и то есть, и это прекрасно, но если наказала врагов, как говорят всегда, ой, с ней не связывайтесь, она опасный человек, ой, не надо с ней, не надо. Вот когда ты наказываешь, да, вот тогда запоминает. А как запомнят твою силу, если ты прихлопнешь через 2-3 дня, как только о тебе что-то сказали? Никто это не вспомнит. А вот когда это идет травлом месяцами, и ты месяцами предупреждаешь, что, ребята, остановитесь, пока не поздно. Не вынуждайте меня. Я не буду долго предупреждать. И они не понимают этого. И вот потом в один момент раз и потухли каналы. Раз и нету. Кого-то посадили.
Кто-то с больницы не вылазит, кто-то спился, кто-то с ума сошел, начал маски рисовать, кто-то вообще непонятно во что... Вот когда они начинают позориться и тебе начинают писать: Инга, вы видели это? Какой позор, мы там смеялись, не могу. Вот это тот самый, который про вас снимал. Или посмотрите, говорят, вот она болеет, что-то с ней случилось. Посмотрите, у этого там дом сгорел. А посмотрите, вот у той там канал не развивает, что-то с ней случилось, она исчезла. А помните, вот это вам писала там везде, сейчас ее нету, что-то с ней случилось, где она? Вот тогда ты понимаешь, что вот это и показатель твоей силы. Вот теперь люди поняли, что происходит с теми, кто идет против ведьмы. Дорогие друзья, ведьмы абсолютно не мелкомстительные люди. Какое бы зло мне ни сделали, я могу махнуть рукой и забыть. Просто сказать, вот мы были, не так уж много, но есть такие люди, которые пришли сначала там: ой, вы, Инга, такая, сякая, прекрасная, а потом, видишь, уже гадости пишут, или просто ушли, да, повели себя не очень. Да ушли, это их право. Никогда не опускалась до мести мелкой, мелочной, писать где-нибудь, что-нибудь. Все, ушли люди, до свидания. Я всегда говорю: ушли, рот на замок. Я вас не помню, вы меня. До свидания. Кто так делал, спокойно живут. Я не собираюсь мстить человеку за то, что ему там где-то интереснее. Каждый ищет по своему уровню развития интеллекта. Там интереснее, пусть идет туда. Какая мне... Но рот свой вонючий не открывает. Вот если свой рот не открыл, он мне не интересен. Что бы он там ни делал. Хоть каналы открывай, хоть делай, что хочешь. Меня не затрагивай и живи спокойно. Но когда ты ничего не говоришь человеку, и человек пытается тебя вывести, то есть, знаете, как он... Вот вы идете мимо льва, да, он сытый, лежит, вас не трогает. Значит, вы начали... Один китаец так сделал в Африке. Вышел из машины, начал ходить возле льва. За хвост сначала взял льва, потом за гриву. Лев не реагировал никак. А потом он пнул льва. Лев встал просто и разодрал его. И вот когда начали там родственники, мол, льва надо застрелить, общество заступилось за льва. Общество сказало: лев хищник. Если ты в нем пробуждаешь эти хищные все эти позывы, о чем ты думаешь, на что надеешься? Причем здесь лев, если ты идиот? Вот то же самое происходит здесь, когда начинает дразнить тебя, делать тебе больно специально, видя, что ты ничего не делаешь, то есть ты молчишь, не реагируешь, дальше, а потом этот хищник встает и голову отрывает тебе, и ты говоришь: какой плохой лев, как так можно? Дорогие друзья, когда вы трогаете ведьму, она не будет думать, как бы вам отомстить так морально, чтобы вот красиво выглядеть. Она будет бить по больному, она будет бить по детям, по дому, по имуществу, по здоровью. Она будет бить на все, что возможно, чтобы тебя уничтожить. Почему? Потому что ты его делаешь ей больно, специально. Мало того, что этот человек борется со всем миром, невежеством, работает, столько тратит времени, так вот она должна еще с такой тварью, как ты, сражаться. Ты же пытаешься отвлечь ее, ты же пытаешься ее принизить как человек. Ты же специально это делаешь. Ты же дразнишь ее специально. Так на что ты надеешься? Что она будет молчать? Нет, конечно. Ведь она первая не напала. Извините. Так вот. Кстати, тем, которые тявкают, что я шмыгаю, я не шмыгаю. Это невроз, если кто не знает. А невроз у меня, потому что я очень напряженно работаю. Это нормально в моем случае. Она уменьшается, усиливается. Кому не нравится, дверь открыта. Можете закрыть с той стороны и уматывать. Понимаете? Я не собираюсь подстраиваться под вас. Это вы сюда пришли, вы будете под меня подстраиваться. Не нравится? Туды. Это на всякий случай знайте. Я никогда ни под кого не подстраиваюсь. Никогда. Даже под страхом угрозы слива каналов я все равно говорила то, что хотела. То, что считала нужным, мне было плевать. Салют новый создам. По новой людей соберу. Вообще не страшно. Пойдемте дальше. Так вот, дорогие друзья.
Если такой человек нашелся, который себя подло повел, вы можете этот ритуал сделать в совокупности со всеми ритуалами и ритуалами вместе. Можете просто это сделать. Я обычно делаю в совокупности, она сильнее бьет. Вам нужно будет фотографии человека или называть имя. По-разному, смотря насколько вы профессионал, насколько вы сильный человек, настолько сильно и воздействует. 13 ночей к ряду читать этот заговор перед зажженной восковой черной свечой. Читать этот заговор 13 раз. 13 ночей к ряду. Ну, вместе с другими ритуалами, если вы будете делать. Этот ритуал я назвала «Иду на вы». Это предупреждающий рык. Все, что вы дали этому человеку, отберите обратно. Мало того, поймите одну вещь. Есть такое понятие «честь мундира». Если вы не будете мстить, сила сама вас принизит. То есть, если принижают вас, в лице вас магию, вы не вправе пройти мимо и сказать, ну ладно, пускай. Нет. Вы должны показать миру силу темных сил. Я эту силу показывала и показываю не раз. Я еще раз говорю всегда. Хочешь понять, что становится с моими врагами? Посмотри на их безумие. Посмотри на то, как они потухли. Посмотри, что с ними стало. Посмотри, как они насмех поднялись, начиная от Полюшки, заканчивая многими другими. Никого не трогаю, никогда никому не делаю зла просто так. Всегда говорила, любой там гадалки, ведьмы, не знаю, пособрались там 1 000 000 человек, делайте, что хотите, гадайте на что хотите, молитесь хоть на святого огурца. Но если вы затронули меня, если вы решили обсудить меня, мои работы, не обижайтесь, разнесу к ядрене фени. Меня не трогайте, говорите, что хотите, безопасно живите для себя. Я же не лезу к вам и не говорю, давайте я обсужу вот этого человека, вот того, вы мне 100 лет не интересны. Меня не трогайте и живите, в чем проблема? А, вы хотите меня затронуть, тогда извините, тогда с вами будет то же самое, что было со всеми моими врагами. Потухают, дорогие друзья, уничтожаются, сжигаются, нету их и не будет. Ни успеха, ни счастья, ни радости, ни черта. Почему? Потому что никто не вправе затрагивать кого-либо ни за что, ни про что, тем более ведьму. Тем более ту ведьму, к которой они обращались, которая вылечила у одну онкологию, у другого другое, у третьего третье, тем более к человеку, который вам помог. В этом мире нет ничего страшнее и ниже, чем неблагодарность. Если человек неблагодарный, если человек мелкая тварь, этот человек, он никогда не будет счастлив. Итак, начнем. Человек, которому вы это направляете, что чувствует? Вначале может быть жар, холод, плохое самочувствие, сон пропадет, головные боли могут быть, разные симптомы у всех. Глаза краснеют, руки начинают дрожать. Если была смертельная болезнь и вылечился человек благодаря тебе, эта болезнь потихоньку возвращается. Начинается в доме неурядицы, неудачи. Деньги начинают уходить на непредвиденные расходы. Начинается катастрофа, начинается ругань, раздражительность. Постепенно. Ударьте так, чтобы мало не показалось. Никогда не прощайте, никогда не проявляйте слабость. Никогда. Потому что подобные твари твое благородство принимают за слабость. Никогда не прощайте. Вам сделали ни за что больно. Это касается практиков. Крадники. Забрать все, что у них есть. Перетянуть все, что есть. Чем больше опыта у вас, тем лучше у вас получится. Закрыть все дороги, все пути. Кислород перекрыть. Наводить болезни. Скидывать с людей болезни на них. Закрывать пути дороги. Закрывать счастье. Навести дома раздор. Все испробовать методы, от вуду до кавказской магии, благо вам дано миллионы работ, тем более
моя книга «Яд и противоядие» вам в помощь. Уничтожить, стереть в порошок. Такое сделать, чтобы они не оправились век. Чтобы они до конца своей жизни не смогли оправиться вообще. Вот эту сущность, видите? А почему так делать? Почему так безжалостно сделать? Потому что никто не имеет права тебе причинять боль за твое доброе отношение. Ни одна тварь. Никто. И вот сейчас я наслаждаюсь их безумием, их провалом, их нищебродством, их сумасшествием и тем, что никто их всерьез не воспринимает, тем, что все над ними смеются, тем, что сидят в своих этих непонятных сараях и вещают о великом. Вообще всем наслаждаюсь. И каждый день наслаждаюсь, когда мне пишут: Инга, вы видели, что они несут? Ой, видели, как они позорятся? Ой, посмотрите на это. Я говорю, я знаю. Не надо мне на это смотреть. Я сама знаю, что с ними происходит. А я буду подниматься. Пускай меня копируют, пускай мои фотографии забирают. Пускай. Знаете почему? Потому что я популярна. Человек, который не интересен, не нужен, у него ничего не крадут. Они пусть опускаются ниже и ниже. Никого из них не жалко. Меня ж никто не жалел, когда каждый божий день смеялись над моей операцией. Меня жалели, нет? Нет. Почему я должна каких-то тварей жалеть? Меня жалели, когда уничтожали мои труды постоянно, жалуясь на мои каналы? Жалели? Нет. Так почему я должна жалеть? Почему вы призываете к моральности меня? Ну, некоторые там, мол, не надо. Если я имею полное право на месть, на справедливую месть. Дорогие друзья, не надо обвинять человека, который отвечает за подлость. Лучше обвиняйте подлых, потому что начали они. Я первый камень не кидаю. Но если на меня кинули камень, я этим камнем им голову размажу. Пусть знают. Вот теперь еще раз напомню. Посмотрите на моих врагов, если хотите понять, что бывает с теми, кто ни за что меня затрагивает. Вот это и бывает. Начали. Читать 13 раз. Распускаем волосы, чтобы наша энергия могла полностью свободно взаимодействовать силами. 13 ночей к ряду это читаем. Я прочитаю, естественно, один раз. Именем 9-й когорты и неизреченным именем гексаграмматон, именем сил тьмы, именем могучих легионов, печатью солнца и печатью луны, первым криком младенца и последним вздохом умирающего, небом и землей, огнем и водой заклинаю. Все, что я тебе отдала, обратно забираю. Спасение руку в погибельную превращаю. Для тебя добро во зло обернется. Крушу твою жизнь, сокрушаю. Вместо защитного духа злую силу в твой дом отправляю. Вместо счастья, горя в твоем доме навеки вселяю. Все твое добро себе забираю. Капканы ставлю на твоем пути. Горе тебе, горе тебе, горе тебе. От меня не уйти, не скрыться, не спастись, не снять сие проклятие, разрушительное заклятие ни старому человеку, ни молодому, ни колдуну, ни ворожее. Только тебе помогать посмеют, от страха онемеют. Тебе откажут, на дверь укажут. Горе тебе, горе тебе, горе тебе. Сгоришь душой и телом, превратишься в прах. Вся обвешанная чернотой, лярвами, духами, крадниками, ударами да бедой. Эй, темная сила, сатанинская рать,
Кто мое добро получил, руку благую подло укусил, согласно закону мироздания, справедливую кару получит. Будь проклята ты в своем доме, горе вселяется в нем, деньги твои мне в карман, а твоя дорога на погост, ногами вперед. Хотела счастья, получишь, все наоборот. Горе тебе, отныне горе тебе. Слова мои острее булатного меча. Куда надо, туда и бьют. Не отделать моих слов, не спасти тебя от оков, ни первому человеку, ни последнему. Не я, а сам сатана тебя карает, душу твою вынимает, судьбу разрушает. Авракалам, сатана, каменная гора, да исполнится сие, твоя душа отныне в аду. Семья в нужде, ты гонимая будешь везде. Кладу тебя на черный алтарь, бесом на пропитание. Заклято. А теперь посмотрим, что ты скажешь. Вышел из колхоза, в колхоз и вернешься с той же онкологией, которую я убрала, в ту же нищету, к той же голытьбе и так далее. Потому что тот, кто меня ни за что обидел, миллион раз пожалеет об этом. А я все для этого сделаю, поверь мне. Удачи тебе, она тебе очень пригодится. А что касается названия этой работы, иду на «вы». Помните великого князя Святослава, который шел к варягам и говорил: иду на «вы». Вот я иду на «вы». На «ты», правда. Всякое быдло на «вы» называть неправильно. Горе тебе, великое горе. Скоро почувствуешь. Соединишься к клубу несчастных. Всем удачи!